Доброе утро. Какое утро сегодня? 34-е, наверное. Доброе 34-е утро. Я уже путаюсь. На часах 6:50. А у меня эта проблемка. Матрас мой надувной. Он пропускает где-то дырочка. Я думаю, что я его не пробил. А снова такая ситуация вместе с пайки. Вот где эти ребра идут. Он от напряжения, того, что я надуваю, лежу на нем, он расклеивается, и где-то микродырочка появляется. Я считаю, что это некачественно сделано, потому что так не должно быть. Всего лишь 34-я ночь на матрасе, а уже вторая дырка. А попробую найти ее, если бы пробил, четко видно, латку заклеил. А если она микро, ее нужно мочить, а мочить не хочется матрас. Впереди у меня сегодня тоже интересные места будут. Алексей мне вчера звонил, подсказал, что можно посмотреть. Где-то меня даже накормят снова. Это прекрасно. Ну, а я, пожалуй, сейчас, как всегда, встаю, умываюсь, зарядка, завтрак. Сижу, заполняю бортовую тетрадь. И вдруг обнаружил, что 35-й день сегодня. Вот даже записывая, я попутал дни. Я если бы не писал, вообще все попутал. Я бы уже называл их 27-й или 41-й. Такой был бы огромный диапазон между днями. Вот, поэтому 35-й день в пути. Вот так вот. Я заряжаюсь параллельно от панельки. Прямо здесь работаю, заполняю карту. Вот. На карте я отмечаю, что же такое пересвет. На карте отмечаю стоянки, где я стоял. В тетради я записываю, что произошло, что видел. Потому что потом совместно с записями и фотографиями у меня полностью вся картинка восстанавливается. Я уже в прошлом году так делал. Когда фотографии обрабатываю, все полностью у меня вот прям весь эпизод моего путешествия всплывает. И он очень четко, вот как старая хорошая история, запоминается. Поэтому книгу начал писать в этом году про тот поход. И я начал писать, я понимаю, что я все помню, все, что происходило, где воду даже брал. Вон там у меня вдалеке лагерь еще немножко начал собирать, уже палатку разобрал. Вот, буквально еще уделю здесь 5 минут, стаскиваю все вещи и на воду. На часах ровно 10. А вот показываю поляну, где я был, мусор убрал. Консерва это не моя, это здесь была, я ее бросил в костер. Ну и там бумага такая. Поляна чистая, спасибо этому месту, конечно же. Кстати, предыдущую консерву я отдал Сергею, который меня овощами угостил. Он забрал ее кормить кроликов. Все это последнее. Здесь бутылки, там еще пакеты. Лодка уже на берегу. На воде буду, думаю, минут через 15-20. Снова сегодня легкий попутный ветер. 10:30 на часах, я на воде. Ну что ж, поехали. По левую сторону Рыбница, по правую Резина и Резина. Но это еще только ЖД мост. Впереди там есть и автомобильный. И уже очень-очень много здесь катеров. Ну как очень-очень много. Учитывая, что их после Нижней Днестровской ГЭС вообще не видел, то 5 штук для меня это много. Ходят на моторах, ходят на веселных лодках, рыбачат.
забросил спиннинг, типа проводка. И сам иду вдоль берега. Здесь камыш, я вижу, рыбаки часто здесь сидели под берегом, и плюс тут иногда рыба выпрыгивает. Хищная. Спрашивал рыбаков, говорят, здесь щука водится. Вот сейчас я неспешно пройду здесь своей блесной. Может быть, что-нибудь поймаю. Слушайте, а вот и первый улов, смотрите, окунь. Но он такой маленький, что я его не буду брать, отпущу. Я даже его не почувствовал. У него не было силы даже бороться с моей блесной. Сколько он там тащится, неизвестно. Поэтому побыстрее его отпускаю. По левой стороне прохожу рыбницу. Это Приднестровье. Небольшой пляж людей. Дальше. Плиты бетонные и неясно. Это, видимо, просто укрепление береговой линии, чтобы не размывало. Потому что дома стоят очень близко к воде. Ну и автомобильный мост. Прямо по курсу. Я сейчас возле Сахарна, на часах 15, и здесь находится также монастырь и водопад. Но я не могу скоординировать свои действия. Дело в том, что далеко, а лодку я бросить никак не могу. Но вот здесь есть такое ответвление искусственное. Видите, река там осталась позади. А здесь есть такой карман. Скорее всего, для лодок кто-то здесь его доработал. Возможно, была заводь небольшая. И я в надежде, что кого-то увижу. Вот там есть машина, смотрю. Можно прям кому-то во двор постучаться, попросить занести и положить лодку на час. Это как вариант, я уже вижу. Приземлился на берегу. А позади меня пирс, а за ним чей-то двор и дом. А еще вот курица пришла. Наверное, хочет хлеба. Решил события не торопить. Коля вышел на берег пообедать. А тем временем появится хозяин. Я с ним познакомлюсь и попрошу оставить у него свои вещи. Наверное, курочку нужно угостить. Чем тебе угостить? Я думаю, еще 2 кусочка хлеба, и начнут появляться яйца. Куриные. Это будет мне вовремя к обеду. Ну что, друзья, мир не без добрых людей. Пока я кормил курицу, появился на горизонте мужчина, катал внучек в коляске. Зовут Юра, соседний дом, не тот, где я сидел. Вот я у него во дворе, это его огород, а там дальше его дом. Я поставлю у него на зарядку вот эти 2 прибора. Это аккумулятор фотоаппарата и пауэрбанк. Сам беру фотоаппарат и бегу вперед смотреть туда, эти горы и водопады. У меня есть 1,5-2 часа, я думаю, я управлюсь. Поехали!
уже поднялся достаточно высоко. Отсюда спускалась группа туристов и иностранцы. Поэтому я постеснялся у них спросить, что там наверху. Но, сдается мне, там находятся пещеры, которые доступны для всех. Надеюсь, я прав, иначе сделаю крюк, потому что для того, чтобы посмотреть водопад, нужно спуститься туда в ущелье. Зато сверху будет вид на Днестр, как минимум. Я не теряю ничего. Подобное я видел в Крыму, в Большом каньоне. Вот такие же дорожки ведут там по каньону, вытоптанные туристами среди камней. Такие же высокие там стены. Здесь они тоже очень высокие, но не такие резкие. Там дальше уходят в сторону, еще раз поднимаются. Но при этом здесь, что интересно, здесь находятся еще пещеры. Именно в этих стенах, и они доступны. И если в Большом каньоне всего одна тропа, то здесь их две, посмотрите. Видите, вон там люди поднимаются с той стороны, а вот напротив пещеры. Прямо напротив. И они там идут все время, попадаются время от времени. Я постараюсь пойти прямо, увидеть водопад. И чтобы мне крюк не делать, в районе водопада перейти на левую сторону и возвращаться по той стороне, где пещеры. Это будет очень-очень правильно. Также здесь есть купель, где купаются. И там нужно окунуться, я забыл сколько раз, 7 или 12. Ну, я представляю, вода 4 градуса. Здесь в тени деревьев довольно холодно. Смотрите, какая стеночка с той стороны шикарная. Вот прямо. И тропинка там уходит выше, выше, выше. Здесь можно в любой момент подняться. Вот каждые 50-100 метров дорожка уходит вверх. Это интересная, конечно, местность. Я не жалею, что попал сюда абсолютно. Но самое главное, что здесь абсолютно нет туристов. Нету толп туристов. Может, они есть в другое время. Сегодня понедельник. И уже к вечеру. Я видел буквально
Вверху большая была группа, но здесь буквально видно 5 человек. Это здорово. Ну что, как вам водопад? Я сам в восторге. И ни души. Обалдеть, в таком месте шикарном. Ни одного человека. Фух, хорошо. Тут с горки на горку только бегаю. Вот он шумит справа. А вверх. Ой, сколько здесь тропинок. Я боюсь, что я запутаюсь здесь. Смотрите. Пошла вверх, вниз, прямо. Я иду прямо. Если там в течение 2 минут ничего интересного, разворачиваюсь, иду на шум водопада и возвращаюсь домой. Уже почти 6 часов. Я так и думал, что я опять потрачу здесь большую часть времени. Я, наверное, прогреб километров 10, не больше. Хорошо, что перенесли встречу, конференцию на субботу, четверга. Я чувствую тут столько интересностей. Одной греблей здесь не обойтись. Ай, ладно. Нравится же, здорово. Слушайте, тут 2 водопада. Еще один слышу. Слушайте, это еще один водопад, про который мало кто знает, я уверен. Я сейчас себе иду и думаю, хоть бы я успел до темна вообще вернуться. Тут так интересно. Это просто фантастика. Здесь получается вот такое переплетение. К одному и тому же водопаду можно попасть разными путями. Я увидел 2 водопада. Думаю, это больше нету. Может, еще есть там один, но очень далеко. И мне не хватило терпения, я вернулся обратно. Это я шел к истоку вот этой реки маленькой. А теперь я иду по другой стороне. Помните, я поднимался вдоль ручья час назад, а здесь люди ходили. Теперь здесь я иду, и сейчас я увижу на своем пути пещеры и купальню. Купаться я точно буду. Думаете, нет?
честно говоря, не знаю сам. Ладно, переключаю камеру, потому что впереди начинается очень интересная дорожка. Все, я нашел купель, и я узнал, сколько нужно раз окунаться. Нужно окунаться 7 раз. И вода очень вкусная там. Сейчас еще воды попью. Вот она, купель. Все, думаю, здесь освячено. Это раздевалка. Спасибо этому месту, взбодрился. Святости набрался я по полной программе. Все беру подряд. Купаться так купаться. По монастырям так по монастырям. Короче, ну очень интересное место. Ай-яй-яй, да, однозначно рекомендую посещение. Ой, хорошо, вот это свежо. Вон тоже, видите, тропинки. Уходят здесь постоянно не влево, вправо. Я сейчас возвращаюсь не тем путем, что
что я пошел по духу, получается, по горе. А сейчас я буду возвращаться через монастырь. У меня вышло все наоборот, не так, как у людей. В идеале маршрут должен лежать сюда. Через монастырь, купель, ну и дальше там водопады, и можно вернуться уже через верх. Я сделал все наоборот. Вот обходная тропинка, наверное, это я оттуда появился. Ну теперь пойдем, как все приходят. Я тороплюсь обратно, меня уже ждут в следующем селе, но не там, где водопады, туда я не успею. А еще один новый мой потенциальный друг. Он еще не знает, что он мой друг. Это видео ему интересно будет посмотреть когда-нибудь. Он художник с женой, и они разводят лошадей. И сегодня я где-то буду там ночевать. Хорошо. Все, ребят, буду экономить место. Я вообще сомневаюсь, что мне карточек хватит. Еще вся Молдова впереди. А столько всего интересного. Не устаю повторять. Путешествуйте, смотрите мир. Это положительные эмоции. Положительные эмоции укрепляют ваше сердце, бодрость духа, здоровье. Ну, отсюда общее счастье человеческое. Нужно быть счастливым каждое мгновение, каждую минуту. Но если не получается просто быть на ровном месте, нужно натренироваться на эмоциональных внешних факторах, а потом внутри оно само включится. И потом можете как Будда сидеть где угодно на полянке и радоваться жизни. Вот он храм, через него сейчас я пойду. Не знаю, можно ли здесь снимать, но вход вам покажу. Слушайте, 7 часов. 7 часов. Через час темнеть начнет. Мне еще полчаса идти, полчаса отгружаться. Если только я в 8 буду на воде, это будет супер круто. Я очень опаздываю, поэтому я ускоряю темп. Нужно постараться не в 8, а в 7:30 через полчаса быть на воде. Ох, и место сильное. Оно большое, объемное. Есть что посмотреть, 2 водопада. Монастырь наверх, там скальные монастыри. Ну, красивое место на самом деле.
На часах почти 8, мне до следующего села, где меня ждет Петр, 4 километра. Это ну, такая неспешная гребля часа, со спешкой то 45 минут. Мне помог Юрий и его сын Виктор сохранить вещи, а Виктор потом помог еще лодку донести до воды, поэтому я сэкономил 5 минут каких-то, это тоже прекрасно. Все, болтать некогда, и снимать больше ничего не буду, нету ни желания, ни времени, все, нажимаю на педали, жму в соседнее село. О, доброе утро. Ну, совсем на палатку не похоже это место, правда? Вчера, после всех этих водопадов в соседнем селе и скального монастыря, в следующем селе меня встретил Петр. Да как встретил? На лошади, на такой красивой. Я издали, как посмотрел, вот ощущение было такого, как рыцарь какой-то. Почти на белом коне. Лошадь красивая, Алиса зовут. В кадре покажу вам позже ее. Голубоглазая. Вот, и в итоге думал палатку ставить там, прям на берегу, а потом Петр пригласил к себе домой, и чуть позже сниму лошадь, сниму хозяйство Петра, у него здесь много собак, есть вот кошка здесь бегает, еще есть лошади, всего 5 лошадей, по-моему, если не ошибаюсь. Петр оказался очень интересным собеседником. Совершенно, не хочется снимать каких-то других процессов, пока я на улице поснимаю лошадь. Он сейчас готовит Алису, чтобы покататься, лошадь голубоглазая. Вот, они с Кристиной живут здесь 3 года уже, этот дом купили, занимаются лошадьми, любят животных, видите, у них полно кошек, собаки есть еще, да? Какая красивая кошка. Даже не хочется дальше куда-то двигаться. И вот в некоторых местах я залипаю по внутреннему ощущению здесь. Вот. Это фотографии ихние с собаками. Вот они рисуют. Видите, их работы. Картин очень много. И мне Петр подарил картину. Вот такую. Смотрите. Это мне. Класс. Мне очень нравится. На память. Слушай, ну они тебя прям зацелуют сейчас. Да. Все любят. Расскажи немного за них. Что сказать? Они любят меня, я их. Здесь, получается, эта порода еще раз как называется? Это называется русская псовая борзая. Русская борзая. А вот эти толстенькие? Это шарпеи. Шарпейчики. Покажитесь. Вот они, шарпеи. Главное, чтобы они не начали сейчас драться. Они дерутся? Фу. А есть у них здесь что-то главное? Есть такое? Ну, стая своя какая-то образовалась? Старшие тут борзые, особенно вот степь. Ага. А остальные уже подчиняются. Угу. В вольере просто молодняк и уже все суки получается. А в кобели, вот исключением того, вот он классический шарпей. Ага. Он такой спокойный. он недавно у нас просто. Ну, он адекватный вроде, хороший пес. Лесок. А что они, чем их кормить? Что они все едят? Разную еду или одинаковую? Они все питаются одним и тем же. Вот этим молодым сейчас приготовлю что-то на основе кефира. Им надо расти еще. Молочное что-то. Да, молочное надо. Это для костей, для всего этого, это очень важно. Хм. Их надо кормить и почаще. А уже остальных собак кормим. Ирис, лацмуца. Стик. 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 Ух, высокий какой, смотри. С тебя ростом почти. Лапы на плечи ставят прям. Стой. Целоваться лезут. Так, все. Фу. 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 Какой высокий, красивый. Какой высокий Оскар на фоне меня. Это Алиса, она маленькая, поменьше, на ней не страшно. Итак, первое, что надо сделать, надо сначала лошадь, чтобы стояла более-менее Ровно. ровно, да.
Это надо видеть. Вот если поставил ноги прямые, как бы, 90 всё, градусов. она стоит уверенно. И теперь с этой стороны, то есть получается с левой стороны, ставим ногу, левую ногу сюда. И Легко раз и сел. легко, да. Теперь, теперь внимание. Обратно, если обратно прыгнуть, надо обязательно ноги снять со стремян. Чтобы не зацепиться. Да. Если она понесет, Ноги в стремяна всегда держатся вот тут, на кончике. Ни в коем случае не сюда. иначе зацепится нога. Иначе это неправильно. В случае падения нога не успеет выскочить. И тоже важно обуви в принципе, для езды. У меня просто обычные кроссовки, но они, конечно, удобные, мне удобны. Лучше сапоги иметь. Есть специальная, да, обувь, которая чуть-чуть выше. И теперь давай пробуй ты. Держись вот здесь, так? Держись вот отсюда, от холки. Вот здесь, да? Да, это очень важно. Вот так. Все, хорошо. Ногу вторую ставлю. Да. Теперь попробуй подняться, если вот так. Ну, в принципе, стремяна... Твой рост, да. Да. Все, Круто. держи. Ура! Я на лошади. Это Алиса. Держись, пожалуйста, вот сделай себе вот такой крючок. Прям ее здесь держать? Да. Знаете, Это самое уверенное. где нужно Можно держать? чуть побольше взять, но Ага. это самое надежное, в принципе. И она будет чувствовать, что я ее держу контакт с Ей ней. не больно, я сразу же скажу. Это для уверенности, твоей уверенности. Ага. И уже старайся поймать уже баланс. Баланс. Как лошадь двигается, ты должен чувствовать это все. Здесь работает спина, таз. Да все работает, мне кажется. Пойди. Это моя байдарка. Сейчас она тут не видит. Алиса боится мою байдарку. Вот дела. Новый предмет в доме. Вообще состояние лошади видно по ушам. Все, стоим. Давай, закроешь. Она отпустит, скорее всего, вот сейчас голову и будет пастись. Ей неинтересно, в принципе, таскать кого-то на себя. Вот. Ей весь ее интерес — это кушать. Ага. Да, особенно Алиса, вот она любит покушать. Мы быстро не будем пока что скакать. Особенно вот по этой дороге, особенно вниз. Это вообще самый сложный такой. Вниз опасно, да, можно слететь. Да, человеку без опыта это вообще стрёмно и сложно, в принципе. Мы обычно, если человек хочет действительно быстро покататься, мы выходим, В поле где-то. да, выходим в тот конец села, там есть более-менее нормальное ровное поле, где можно смело разгоняться, никто там, никакая живность не выскочит, чтобы помешать. Ее зовут Биосфера. А сокращенно Бия. Ну, мы так называем. Бия. Это Орловка. Бия. Бия. Привет. Привет. Снимай, Вадик, ей нравится. Вот так, шея, особенно с той стороны. Бия. Ты. Класс. Ты красавица. Смотрите, что делает. Прижалась ко мне. Красивая какая. Большая какая. Красивая большая лошадь. Тайна. И ушки ты любишь, да? Ушки любишь. Смотрите, что делает. Прижимается и обнимается. Бия. 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 Так. Это что-то удивительное, вот там общаться, вот стоять около лошади. Очень энергетически мощные животные. Угу. Точно.
Видишь особенности биосферы? Ее плоская спина. Так, То есть ровная. ровная, да. А у остальных там Нет. с изгибом? С гибом. Вот у Алисы то же самое. А что это значит? Это такое порода, что это? Это, да, это особенность. А там сидеть легче или здесь? Если я... Видишь, кому как. А, хотя же это решает седло, в принципе, по большому счету. Нет. Вообще, кто-то предпочитает вообще без седла ездить, скакать. Вот видишь, это старая лошадь. Она, я говорю, она сначала была серой. И... Вот такого цвета? Нет, Или- она темно-серая. А, вот такая. Такого, да. А может это седина такая пошла по Нет, ней? лошади, серые лошади белеют со временем. Она очень старая. Тайна. А сколько лет? 20? Да, ей больше, наверное, 20 точно. А сколько лошадь живет? 30? Может Ой, дожить, да. смотри, что делает. Ах Может ты. дожить до 35, да и больше, наверное. Пойдём так. Но средний возраст считается 20-25 лет. Редко кто, в принципе, сможет... Больше. Это нужно очень ухаживать. Да. Ну, старая лошадь уже не такая. И такая большая, теплая. Теплая и большая. Ой, там нельзя чухать, да? Не нравится за ушком? Ушки у лошадей очень нежные. Хотя вот Тане нравится, когда... Смотрите, делает. Да. Здорово. Знаешь? В восторге, мне понравилась атмосфера какая-то особая, конечно, лошади задают. Такое чувство, что это не водное путешествие, а пешеводное. С этой лодкой я был недавно в храме. Вот сейчас по селу несем ее тоже. И нижнюю часть Днестра и среднюю. Я очень много посещаю таких мест, которые мне были недоступны в верхней части. Я не мог там далеко уйти и что-то еще не находил способа, как лодку оставить. И в этот раз очень далеко отхожу и очень надолго. И мне удается много увидеть. Я думаю, что я здесь еще буду в этом месте. Мне здесь понравилось. Хочу сказать огромное спасибо Петру за то, что принял меня. Очень здорово. Дал возможность прикоснуться к лошадям. Показал вот особую к ним любовь, особое отношение. Я жму тебе руку. Очень приятно Да. мне. Было интересно. Очень приятно встретить такого человека, который действительно путешествует, наслаждается и открывает нашу прекрасную страну. И я надеюсь, что скоро увидимся тоже. Конечно, приглашаем к себе и всех, кого вообще интересует и кому нравится все, что тут есть. Это очень красивое место, и я думаю, что всем будет действительно интересно. Я живой свидетель, и я расскажу обязательно про Молдову. Спасибо большое. Ну, а мой путь дальше в сторону моря.
А так, друзья, это короткое видео, чисто констатация факта. 12:36 на часах, я на воде. Отправляюсь вот от берега, где мы с Петром попрощались. Очень славное место. Благодарен за встречу, за знакомство, за время, проведенное с лошадьми. Мне очень понравилось. Впереди у меня Цыпово. Я уже практически вижу, это следующее село. Там есть каньоны, водопад. В общем, я там буду до самого вечера. Вот я чувствую, что я там за 2-3 часа не управлюсь. И придется заночевать в следующем селе. Вот такая ситуация. Все, сегодня погода круто поменялась. Встречный легкий ветер. Уже нет той шары, что вчера. Поэтому буду маслать против ветра. Добрый путь.